Всем привет, дамы и господа, вы находитесь на канале Popcorn Soft, и для вас вещаю я Попкорн. Ну что ж, набрали нужное количество лайков, в этот раз буду все-таки, знаете, повышать планочку. В этот раз следующий видос будет выпущен, когда будет 5 лайков на видео, просто вот пятюню. Вот поставите 5 лайков и будет сразу же выпущено следующее видео. Итак, сегодня рассказываю вам о сервисе. Ну, вы знаете, вот в фотошопе есть возможность сейчас новый Photoshop бета дорисовать картинку. Тут то же самое можно сделать, дорисовать какую-нибудь картиночку. То есть вот вы берете, жмякаете, ну, я, собственно, ссылочку оставлю в описании, на сервис переходите, жмете. Единственный вопрос, конечно, то, что долго грузит. Иногда бывает, что плохо грузит, ну, то есть медленно, и ты такой сидишь, блин, когда же загрузится. Такое бывает, потерпите, подождите, старайтесь не обновлять страничку, ну, как-то, ну, увидите, да, то есть не всегда хорошо, красиво, а, без возможного описания делается. Также тут есть возможность какие-то стили применять. Я, например, периодически для своих превьюшек пробую вот какие-то интересные штуки. И, например, советский мультфильм беру и бахаю просто советский мультфильм в стилистике. Очень, в принципе, неплохо выглядит, но вы по моим превьюшкам и так видите, что у меня особо превьюшки нехорошо получаются, но тут хотя бы нейросеть выручает, вот так вот немножечко помогает. То есть зашли на сайт, регистрации никакой не нужно, просто садитесь, включили и сделали. Вам что нужно, например, передвинуть вам, да, взяли, хоп, подняли. Нужно добавить свое изображение, это я уже добавил изображение. Также можно тут стереть, то есть внутри стираете. Например, вот вам не понравился вот этот товарищ, да, не понравился, взяли, стерли его, да, полностью стерли себе. Ну, там можно регулировать, конечно, кисть, если вдруг кому интересно. Нажали еще раз, и он генерируется. Если вам нужно скачать, ну, собственно, кнопка с правой стороны скачать, я думаю, тут уж вы разберетесь, как скачать, но мало ли, на всякий случай говорю. Можно, кстати, откатывать данные. Единственная проблема, что тут нельзя выбирать, например, из нескольких вариантов. То есть тут вот один, например, какой-нибудь вариант есть, и выбрать, увы, не выйдет. Ну, в общем, вот, например, возьмем, сотрем сейчас и выберем, например, какой-нибудь, не знаю, там вот что-нибудь из других стилей какой-нибудь выберем. Так, хохлома. Ну, давайте хохлома. Без описания. То есть внизу можно прямо описание составлять. Вы пишете там, что хочу, там, не знаю, вазу, визу, компьютер или еще что-нибудь. Любое пишите описание. Опять же, промпт, вот это, который, как он называется. Можно оформить нормально, можно оформить, как я. Вот я, например, ничего не пишу, и он сам мне рисует, дорисовывает. Ну, можно, конечно же, поиграться с этой нейросетью. Опять же, насколько хорошо рисует, ну, я вам скажу честно, не особо прям хорошо. Вот прям не особо хорошо, даже когда ты описание добавляешь, потому что, ну, это не настолько натренированная модель, но на ней же, опять же, можно и довольно интересно все-таки поиграться, как-то попробовать поделать, как-то расширить картинку. Ну, видите, да, то есть интересно довольно получается. Плюс еще эта рамка подхватывается к краям. То есть вот обычно в других специальных вот этих приложениях там рамку надо прям вот как конкретно подтягивать, а тут хопа, и она подтянулась сама к краю изображения, то есть ты можешь дальше дорисовывать картинку, ничего сложного нет. Опять же, все просто, если вам нужно масштаб поменять, бахайте просто масштаб поменьше и, собственно, дорисовывайте там полноценную картинку, ничего сверх того нет. Единственная проблема, опять же, я не очень понял, насколько здесь можно больше ставить. Ну, то есть, вот здесь меньше можно ставить, да, видите? А больше максимально, то есть 768 на 768 больше не дает ставить. Но вам никто не мешает сделать там вот здесь добавить, потом вот здесь добавить и вот здесь добавить. То есть расширить по бокам также можно. Спокойно вверх поднять эту полоску, он у вас также будет. Единственное, конечно, лучше, прежде чем вы будете изображение делать, все-таки подцеплять это изображение посерединке. То есть чтобы немножко нейросеть видела, вот что у вас там за изображение. То есть не сверху прям ставить и делать это все дело, а все-таки в серединку где-нибудь. Ну, то есть, чтобы изображение чуть-чуть подцепилось нейросетью, и нейросеть такая, ага, это, наверное, там камень. И такая, типа, ну вот, давайте дорисуем каменное, там какие-нибудь изваяния. То есть, вот такая штука очень удобная довольно-таки. Пишите, господа, в комментариях. Еще, может быть, о каких-то сервисах. Я, как минимум, несколько знаю тоже вот таких дорисовывающих, которых есть возможность, правда, единственная проблема, что там есть регистрация. В этом же сервисе нет регистрации, просто зашли буквально и уже можете работать с этим сервисом. Единственное, там кнопку согласия нажали,
пофиг вообще, честно говоря. Главное, что можно работать, можно скачать себе, и ничего сложного нету. То есть структурно все неплохо сделано. То есть я вот этим сервисом пользуюсь, поэтому и вам тоже советую попользоваться, посмотреть, может вас впечатлить, потому что тут разные есть варианты, разные стили есть. Я не все пробую, потому что пробую, вот честно говоря, советский мультфильм пробовал часто и пробовал немножечко детальное фото. Но, в принципе, там, наверное, и аниме тоже неплохое. Ну, то есть вот оно, в принципе, неплохо получается. Если уж задавать параметры, а я вообще ничего не задавал, поэтому говорю, опять же, смотрите, пользуйтесь. И, господа, давайте 5 лайков на видео, и все, выпускаю следующий видос. А следующий видос будет по VPN, халявная VPN. Опять же, немножечко я узнал про один способ, и думаю, вам будет интересно, если кому-то вообще интересно. Не знаю, кто из художников зашел на этот видос такой, ну дай-ка посмотрю, опа, VPN, дай-ка я тоже лайк поставлю. Ну, ладно, посмотрим, наберу, не наберу, это уже от вас зависит. Все, всем тогда спасибо, господа, и всем пока-пока.